Всем привет! В этом ролике покажу свою схему выполнения короткой женской стрижки шапочка. Линию нижнего затылочного блока по окантовке я выполняю машинкой на расческе. Я отделила фронтально-теменную зону от затылочного блока. Верхнюю часть волос заколола, чтобы не мешались. Височные и затылочные блоки я простригаю совместно, не отделяя их друг от друга. Работаю в диагональных проборах. Первая контрольная прядь у меня в зоне виска. От нее диагональными проборами я двигаюсь по всей форме головы. Вот так это выглядит со стороны затылка. Диагональные проборы достаточно длинные, поэтому я их простригаю поэтапно. От среднего затылка по диагонали двигаюсь вниз. Линию соединяю с ранее простриженным нижним затылочным блоком, который я стригла по окантовке. Зелеными линиями на схеме я указала диагональ, по которой буду стричь с противоположной стороны виска. Каждая простриженная прядь будет являться контрольной для следующей. Дальше я приступила к стрижке в зоне макушки. Ее я буду простригать горизонтальными проборами. В нижней секции макушки я выделяю первую прядь, она будет контрольной. Простригаю ее, ориентируясь на длину волос в нижней части. Далее прядь за прядью я буду подтягивать к ней все волосы и простригать на ее уровне. Следующим этапом у меня будет создание слоев в зоне макушки. Для этого и вертикальным пробором в центре я выделила прядь толщиной 1 см и простригла ее параллельно пробору. Далее слева и справа радиальными проборами я выделяла пряди и срезала волосы с оттяжкой к предыдущей пряди. Здесь я приступила к стрижке боковых зон во фронтально-теменной секции. Продолжая линию затылка, я выделила первую контрольную прядь, оттянула ее под углом 45 градусов и простригла. Далее все пряди сверху я подтягивала к ней и простригала по уровню контрольной. Затем во фронтальной зоне я приступила к формированию слоев. Для этого в центре вертикальным пробором выделила контрольную прядь и простригла ее параллельно пробору. Все остальные волосы я также простригала вертикальными проборами, где каждая срезанная прядь являлась контрольной для следующей. Вот таким образом выглядит простриженный диагональными проборами затылок. Друзья, спасибо, что посмотрели мой ролик. Надеюсь, он был вам полезен. Ставьте лайки, если понравилась стрижка. А чтобы не пропускать выход новых видео, подписывайтесь на канал. А также пишите в комментариях, какие стрижки вы бы хотели увидеть в моих видео. Всем пока!